Приветствую вас, мои дорогие зрители, гости канала Passion Tarot с Евой. Я благодарю вас за ваши приятные комментарии, за ваши лайки, за вашу активность на канале. И пусть Вселенная дает вам в миллионы раз больше того, что вы делаете для меня. Я приглашаю вас на свои личные расклады. Расклады я делаю по всему миру, такие же, как вы смотрите мои видео на YouTube, только уже делаю видео для вашей пары, рассматриваю ситуацию с мужчиной, которая вас волнует. Поэтому, кто желает получить такой видеорасклад, пишите, пожалуйста, мне на WhatsApp, либо на Telegram. Все мои контакты будут под этим видео в описании, а также в закрепленном комментарии. А сейчас предлагаю загадать мужчину, настроиться на него, подумать о нем, и мы будем смотреть, а что с ним сегодня происходит из-за вас. Итак, смотрим, какой к нам пришел мужчина, в каких он энергиях, что его окружает, что с ним происходит. Покажи, в каких ты энергиях и что с тобой, мужчина. Мужчина сейчас взглянул на себя. Он наконец-таки увидел, осознал такое чувство, кто он на самом деле. Человек, который не хочет, чтобы его видели таким, какой он есть. То есть человек может выдавать о себе одну информацию, но по факту он совершенно другой. Человек умеет носить маски, умеет подстраиваться под ситуацию, чтобы быть победителем, быть в выигрыше. То есть вам могут люди говорить о нем одни факты, да, а вот вы о нем знаете другое. То есть он скрывает, кто он на самом деле, какой он боится сам себя. Такой здесь человек. И сейчас, скорее всего, он мог посмотреть на себя также со стороны. Он понимает, осознает, кто он. Ты сам на себя посмотрел наконец-таки? Или все-таки ты людям показываешь, что ты не тот, кто ты есть? Вот эту карту мне, пожалуйста, опиши, мужчина. Не хочу, говорит, я говорить о себе. Да, он злится сам на себя. И мужчина мог наконец-таки взглянуть на самого себя, кто он есть. Что ты там увидел, когда ты взглянул сам на себя? Покажи, что увидел, когда ты взглянул на себя. Мужчина показывает, что я много чего достиг в этой жизни. Я победитель, я лучший, мне нет равных, он говорит. Я мужчина перспективный. Все женщины, например, обращают на меня внимание. То есть мужчина пришел с хорошей самооценкой. Он говорит, меня все слушают и уважают. Я закон. Да, вот такой человек, знаете, может работать на какой-то государственной должности, службе. И он хочет, чтобы все только видели его положительные черты. Что он победитель, что он такой молодец, он самый лучший. Ну, а по факту, какой ты на самом деле в итоге? Какой ты на самом деле мужчина? Какой он на самом деле? На самом деле человек, который не может выстроить отношения с женщинами, у которого внутри может быть пустота, который что-то скрывает, у него есть тайны, и мужчина не хочет об этих тайнах никому говорить. То есть он что-то скрывает от всех. Скрывает, что он уязвим, что он не такой сильный и не такой мощный. Внутри тут много боли у мужчины. Ну вот такой к нам пришел мужчина, который внешне сейчас может никому не показывать свою тревогу, свою печаль, что он там на самом деле испытывает. Показывает только то, что он не страдает, то, что ему хорошо, он на коне. Но это не так. Мужчине здесь внутри больно и тяжело, потому что что-то у него не ладится с женщиной. Так, еще смотрим, в каких ты энергиях, рассказывай еще о себе, какой ты человек к нам пришел.
Он говорит о том, что он действительно может связан быть с контрактами, с обязательствами. Он весь в работе, да, такой мужчина, у которого есть ограничения некие. Мужчина точно здесь связан со структурой, то есть это либо военный, либо госслужащий, учреждения, вот такие какие-то, такой мужчина. Контракты. Еще какой ты? Покажи, какой. Ну, сейчас ему на душе трудно, потому что его внутренний ребенок хочет одно, да, его душа, а он не может себе это позволить. Давайте уточним, а что же там его душа так просит, а он не может этой душе своей это дать. Расскажи, что просит твой внутренний ребенок? Что просит твоя душа? Чего хочет твоя душа? Ну, здесь душа просит, чтобы он поменялся, изменил свое поведение. А что он хочет, твоя душа, от тебя? Душе страшно. То, куда он зашел, как далеко зашел. Угу. Человек не слышит свою душу. Он занимается, да, тем, что он должен. Это работа, контракты, обязательства. А то, что просит его душа, например, там, любви, отношений, быть счастливым. Нет, здесь мужчина не разрешает себе поддаваться эмоциям и весь погружен в свои проекты, в свою работу. Так, еще какой ты, в каком ты состоянии, настроении ко мне пришел. Еще о себе расскажи, какой ты на сегодняшний день. В каких энергиях на сегодняшний день. Так, еще. Он молчит о своих мыслях. Никому он ни о чем не рассказывает. Человек такой, знаете, я же говорю, он показывает себя счастливым, что все у него хорошо, но внутри ему тяжело от того, что он молчит и не выражает свои мысли. Да, например, с вами. Не говорит о том, что болит у него на душе. Такой камень. Он мне две скульптуры показал. Он молчит. Он говорит о своих чувствах, о своих желаниях, о том, как, возможно, ему тяжело на душе. Еще, что с тобой происходит? Покажи, мужчина. Еще, что с ним происходит? Человек показывает, что он влюбился. Угу. Что любовь, которую он испытывает, она его перевернула всю его жизнь с ног на голову. Не ожидал, что здесь чувства возникнут. Давайте точно уточним на Таро, что он показывает по поводу любви, что у тебя там по поводу любви на сегодняшний день, мужчина. Ну что? Ну, он человек, привыкший, чтобы все было под его контролем. Мужчина, манипулятор. Мужчина знает, как, на какие точки надавить болевые, да, чтобы получить желаемый эффект. И он говорит, что всегда я, да, веду отношения, я знаю, как построить, как с девушкой себя вести, чтобы получить от нее тот или иной результат. То есть мужчина маг. В любви он говорит, я профи в этом. Ну и что еще у тебя там с любовью? Рассказывай. Что еще у тебя с любовью? Но маг-то он маг, но не в этот раз. Что-то произошло в его судьбе, в его жизни. Он говорит, встретил женщину, которая могла изменить его привычный стиль поведения, да, привычное восприятие отношений. Тут что-то поменялось. И что же поменялось у тебя с женщинами? Он говорит, что теперь он плохо спит. Он чувствует, что как бы вот эта любовь с вами, я почему говорю с вами, потому что расклад я смотрю для вас,
она заставляет его тревожиться, заставляет его не спать по ночам. Мужчина ощущает, что он привязался, что он находится в зависимости от женщины. И такого с ним ранее не происходило. То есть раньше он женщинами играл, да, с ними. Он знал, вот, что все под его контролем. Он не боялся влюбиться, не боялся привязаться к женщинам, но не с вами. С вами пошло не так. Мужчина осознает, что он влюбился, что эти чувства ему не дают спать. Он о вас думает. Когда с вами нет контакта, он испытывает сильнейшую пустоту. И этого мужчину может ничего не наполнять. А это страшно, когда, знаете, ничего не радует. Это депрессия, это тяжесть. И он об этом говорит. Так что у тебя с девушкой, которая смотрит расклад на сегодняшний день? Что у него с вами? Ну, все не так, он говорит. Я влюбился. Это его, знаете, смущает. Здесь человек, привыкший, я повторюсь, все держать под своим контролем, на все властвовать, да, не знаю, менять маски, одевать нужную с этим человеком, с этим я так поступлю, с этим я вот так поступлю, да. А тут чувства возникли у мужчины. И эти чувства не дают ему покоя. Он даже может об этих чувствах с кем-то разговаривать. Потому что сам в душе все это сдерживать ему трудно. И с вами он может не говорить о чувствах, и все в себе держать ему тяжело. Давайте уточним, говорит ли он на сегодняшний день, этот мужчина ваш загаданный, с кем-либо о вас. Покажи мне вот эту карту. Ты с кем-то говоришь о девушке, женщине, или говорил в ближайшее время? Говорил ли ты с кем-то о девушке, которая смотрит расклад? Ему нужно было принять решение по поводу вас, и он мог говорить. Так, с кем он мог говорить? Да, ему тяжело на душе, и этот мужчина мог говорить с кем-то из своего прошлого, с кем он хорошо знаком. Это его друг, например, лучший друг, да, с детства, ну, либо которого он давно знает. Да, он показывает, что я давно знаю этого человека, я в нем уверен. И так как вы живете в его сердце, и девушка, в которую он влюбился, он мог говорить о вас с мужчиной. Мужчиной его возраста. Он такой же, как и он, возраст примерно вот так показывает. И что же он, о чем он с ним говорил о вас? Скажи, о чем ты говорил с лучшим другом о девушке? Так. О чем он о вас мог говорить? Рассказывал, как вами горит, как пытается сдерживать свои эмоции по поводу вас, но у него плохо это получается, что вы зажигалочка такая, да. Он впервые мог испытывать такие чувства в своей жизни за всю жизнь, так сказала. Ну, то есть за такой срок он впервые говорит, я такое испытываю, никогда меня так никто не привлекал. Испытывает страсть мужчина к вам, он рассказывал ему об этом. Я, говорит, пытаюсь сдерживать эту страсть, но ничего не получается. Внутри пожар, я горю этой женщиной, вами. Он вас показывает в энергиях королевы кубков. Эмпатичная, чувственная, нежная, привлекательная, манящая к себе и интуитивная девушка. Ну вот он показывает своему другу, рассказывает о том, что его сильно к вам влечет. Давайте дальше посмотрим. А зачем ты об этом говоришь своему другу? То, что ты испытываешь сильнейшее влечение к девушке? Зачем? Зачем он это говорит? Но говорит
Понимаешь, он объясняет, что с ним что-то пошло не так. Если раньше он с другими девушками понаслаждается так, да, он испытает вот это влечение, потом повстречается с ними и, например, уйдет, и его это не беспокоило. Он говорит, меня не беспокоило, я могу найти замену, да, любой женщине. То есть этот человек такой, привыкший к удовольствиям. Он знает, что он действительно какой-то неотразимый, либо он симпатичный, харизматичный мужчина, либо здесь человек властный, у него есть статус, деньги, может быть, в обществе он известен, и он знает, что он никогда не будет один. Он найдет себе другую женщину. Так вот, в этот раз он говорит, я думал, что я также смогу легко расстаться и даже забуду об этом. Но что пошло не так, да? Что-то пошло не так. Он показывает, что я, допустим, если он даже отстранился, отошел, то что сейчас с тобой происходит из-за девушки? Что сейчас с ним происходит из-за вас? Ну что его сейчас вот такое чувство, что ничего не радует. Ни власть, да, вот ни деньги, ни его работа, он показывает, ни его успех и ни другие женщины. Его сейчас это не наполняет. То есть не наполняет меня, говорит, то, что наполняло раньше, да. Я не хочу этого ничего, он говорит. Мне все это не приносит удовольствия, мне плохо. И он говорит, я потерян, потерял себя, какую-то свою жизнь потерял. Мужчине очень плохо. Он показывает, я ничего этого не хочу, меня это не наполняет. Угу. Что же тебе отвечает твой друг? Да, он рассказывает, что его жизнь, в которой он находится, его раздражает даже, не наполняет. Хотя у него все есть. У него есть работа, статус, слава, да, вот какие-то там достижения, которые он уже сделал. Он говорит, ничего не наполняет. Что отвечает тебе друг? Что, чем тебе может помочь друг в такой ситуации? Что говорит тебе друг? Так, что тебе говорит друг? Он говорит о том, что тебе пора определиться, наконец-таки, да, чего ты хочешь. Если ты хочешь женщину для семьи, то решай, да, решай, смотри. Может быть, пора тебе жениться, он ему говорит, на этой женщине, на вас, да. Либо определись, с какой ты женщиной хочешь быть, ему говорит друг. И также он мог ему сказать, что вы достойная женщина, и с вами ему нужно было поступать только честно. Если влюбился, да, то и поступай честно. Не хитри, не манипулируй, не играй, как ты привык. То есть здесь ему человек говорит о мудрых вещах. Нужна тебе эта женщина, ну, значит, борись за нее. Ну, вот такой у него друг. Так, посмотрим, что ваш загаданный понял после разговора с этим другом. Что он понял после разговора о вас? Он действительно остался наедине со своими мыслями, ваш загаданный. И что дальше с тобой было? Он злится на самого себя. Здесь ему даже стало стыдно, что он так поступал. Что он не почувствовал то, что хочет его душа. Что, например, его душа влюблена, а действовал по своей привычной схеме, как он поступал с другими женщинами. Он сейчас себя винит, испытывает чувство вины мужчина. После разговора с другом у него открылись глаза, он его как будто осенило, да. Что еще происходит после разговора с другом, с тобой? Ну что там, ему тяжело, этому мужчине вашему.
Он, знаете, пытается заглянуть в свою душу, в свое состояние. И что ты там видишь, когда ты заглядываешь в свою душу? Что он там видит, этот мужчина? Вас он там видит. И что ему надо вам срочно о чем-то сказать. Ему душа говорит, ты должен с девушкой, женщиной поговорить, да? Ты должен все с ней обсудить. А ты молчишь. Ну, например, не говоришь то, что ты испытываешь, то, что ты чувствуешь. Будешь ли ты следовать своей душе, да? Советам своей души? Будет ли он следовать советам своей души? Да, человек будет следовать. Почему? Потому что вы ему интересны. Он не хочет вас упустить. Вы для него золотая рыбка, которая встречается один раз в жизни. Больше такой, как вы, он не найдет. Поэтому здесь мужчина должен вам открыться в своих чувствах, в том, что он к вам испытывает. То, что ему плохо, либо он тут попросит у вас прощения и расскажет о том, что испытывает чувство вины. Я вижу, что здесь он испытывает ее за свои хитрости, какие-то манипуляции, за свои слова, то, что он вам сказал, либо что-то не сделал в вашу сторону. Ну хорошо, давайте послушаем, что он вам передает. Что хочешь сказать девушке, которая смотрит расклад? Что ты ей хочешь сказать сегодня? Что мужчина вам передает такого важного? Вот и он вышел. Строгий такой человек. Что ты ей хочешь такое важное сказать? Что он хочет организовать с вами встречу, да? Возможно, это произойдет как-то так, либо он подстроит эту встречу, да, через каких-то друзей, знакомых, коллег. Ему нужно с вами поговорить. Либо же мужчина хочет найти компромисс с вами. Да. Что еще хочешь ей передать? Что он вам передает? Что он вам передает? Что он весь в иллюзиях, весь в фантазиях о вас. Вы не даете ему покоя. Мужчина за вами наблюдает по интернету, либо, если у него есть возможность, с других источников информацию берет. Он за вами наблюдает. Вы его свет. Что еще он вам передает, этот человек? Он страдает по вам. Да. Хочет вернуть. Здесь мужчина хочет вернуть. А вот эту карту мне пиши. Что он вам передает? Что вы женщина та, вот без которой ему очень плохо, ему некомфортно. Только вы его наполняли и вдохновляли. Но он по вам страдает здесь, мужчина. Ему вас не хватает. Ну вот такой приходил к нам человек. Напишите, насколько для вас резонировал сегодняшний расклад. Узнали ли вы такого мужчину? А если вы хотите посмотреть, так ли все это на самом деле с вашим загаданным, пишите, пожалуйста, мне на WhatsApp, либо на Telegram. Все мои контакты будут под этим видео в описании, а также в закрепленном комментарии. С вами была Ева. Всех люблю. Пока-пока.